Думаю, многие из вас слышали такое выражение «поймать белочку» или даже использовали его шутя в повседневной жизни. Однако за шуточным выражением скрывается острое состояние, которое несет опасность как самому пациенту, так и окружающим его людям. Это алкогольный делирий, или как его еще называют, белая горячка. Алкогольный делирий – это разновидность психоза, которая наблюдается чаще всего у пациента со второй и третьей стадии алкоголизма. Он выражается нарушением сознания, появлением иллюзий различного рода – слуховых, зрительных, тактильных. Его возникновение связано с резкой отменой приема алкоголя обычно через несколько дней после отмены. Состояние развивается не ранее, чем через 7-10 лет регулярного приема алкоголя. В отдельных случаях после бурных алкогольных возлияний может возникать у людей, не страдающих алкогольной зависимостью. Вопреки распространенному мнению, симптомы алкогольного делирия всегда проявляются через некоторое время после резкой отмены спиртного и никогда в состоянии алкогольного опьянения. Состояние может сопровождаться агрессивностью, но больные далеко не всегда бывают агрессивными. Иногда наблюдается совсем иная картина. Доброжелательность, энтузиазм, попытки совершить какие-то благородные действия, например, изгнать зеленых человечков, пока те не расплодились на земле и не истребили человечество. Однако больного нельзя считать безопасным, даже если он ведет себя безобидно. Его состояние в любой момент может измениться. Алкогольный делирий является опасным для жизни состоянием, без лечения гибнет около 10% пациентов в результате самоубийств, несчастных случаев или осложнений со стороны внутренних органов. Алкогольный делирий имеет несколько форм. Самый распространенный – это классический делирий, симптомы которого появляются постепенно, и в своем развитии он проходит последовательные стадии. И также есть ряд атипичных форм, таких как люцидный делирий, при котором бред и галлюцинации отсутствуют, преобладают расстройства координации, тремор, тревога и страх. Абортивный делирий, где бредовые идеи отрывочные, недостаточно сформированные, отмечается выраженная тревожность. Профессиональный делирий, при котором больному кажется, что он находится в своей рабочей обстановке, отмечаются повторяющиеся движения, связанные с выполнением профессиональных обязанностей. Мусситирующий делирий сопровождается невнятным бормотанием, тихим голосом и некоординированными движениями в пределах постели. Больные что-то себя стряхивают, совершают хватательные движения. И атипичный делирий, который развивается у больных, ранее перенесших один или несколько алкогольных психозов, симптомы которого похожи как при шизофрении. Классический психоз начинается постепенно. Симптомы белой горячки непрерывно нарастают в течение от 2 до 8 суток. Все начинается с предвестников состояния, а затем следуют 3 стадии развития заболевания. Вначале наблюдаются нарушения сна, тяжелые кошмарные сновидения. Пациенты чувствуют слабость и упадок сил. Затем на первой стадии алкогольного делирия превалируют характерные нарушения настроения. Эмоциональные состояния быстро меняются, на смену тревоги и беспокойству приходит эйфория и приподнятое настроение. Оживляются и ускоряются речь, моторика, мимика. Больные говорливы, неусидчивы, речь у них временами становится непоследовательной, иногда даже бессвязной. Больные крайне чувствительно реагируют на все раздражители, прежде всего у них резко обострены тактильные ощущения. Любое прикосновение заставляет их вздрагивать. На второй стадии появляются гипногогические галлюцинации. Это галлюцинации, которые появляются в момент засыпания. Сон остается поверхностным, больных мучают кошмары. После пробуждения пациенты с трудом отличают свои сны от реальности. В дневное время отмечаются зрительные иллюзии. На третьей стадии наблюдается бессонница, сопровождаемая сильными и яркими зрительными галлюцинациями и иллюзиями, в которых часто присутствуют мелкие млекопитающие и насекомые. Реже сказочные фантастические существа, такие как гномы, эльфы, инопланетяне. Вообще характер галлюцинаций достаточно индивидуален. Характерны тактильные галлюцинации. Больной чувствует, что по его телу ползают насекомые, нередко пытается их ловить, давить, прогонять. Часто больные слышат голоса. Состояние больных постепенно ухудшается, они все больше погружаются в альтернативную реальность. Пациентам кажется, что окружающие их предметы вращаются, падают или качаются. Эмоциональное состояние и поведение пациентов зависит от содержания галлюцинаций. Больные могут пытаться убежать, собирать что-то с одежды или с окружающих предметов, вести диалог с несуществующим собеседником.
Третья стадия белой горячки уже угрожает жизни зависимого от алкоголя человека. Классическая форма делирия заканчивается остро. Лицо, страдающее от психоза, впадает в глубокий продолжительный сон. Единственным способом помощи является медикаментозное лечение. Не нужно ждать, что человек проспится сам, этого может и не случиться. А также не следует забывать, что при алкогольном делирии страдают все внутренние органы, в том числе и мозг. Необходима срочная госпитализация в наркологическое или психиатрическое отделение. Проводят дезинтоксикационную терапию и мероприятия по нормализации жизненно важных функций. Возможность полного выздоровления пациента зависит от формы психоза и своевременности лечения. Симптомы классического делирия успешно купируются наркологами. Некоторые пациенты страдают от остаточных явлений, нарушений памяти или проблем психического характера. Тяжелые психозы и полиорганная недостаточность на фоне интоксикации организма могут привести к летальному исходу. Даже при благоприятном исходе следует помнить, что у всех пациентов, перенесших алкогольный делирий, при приеме алкоголя резко повышается риск развития повторного психоза. А пока на этом все. Не злоупотребляйте алкоголем и будьте здоровы. Всем пока!